Когда человек убирает от себя вредные привычки, часто он попадает в ловушку магического мышления. Ему кажется, что убрав алкоголь, убрав сигареты, наркотики со своей жизни, у него пропадут и проблемы. Ну и потом, собственно, на любую проблему, на любую какую-то боль в организме человек задается вопросом: так почему же у меня болит то или иное, ведь я же убрал от себя вредные привычки. Так вот, друзья, пообщаемся на тему магического мышления. Убирая вредные привычки со своей жизни, ты не убираешь все проблемы со своей жизни. Ты попадаешь в ситуацию, убрав вредные привычки, да? Ты попадаешь в ситуацию, когда ты в состоянии решить ту или иную проблему очень быстро и легко, если ты на это настроен. И решая одну проблему, у тебя появляется много силы и энергии для решения следующей. И то есть у тебя в целом жизнь становится на конвейер, когда ты, значит, возникла проблема, вы сформировали цель из этой проблемы, пошли, решили эту проблему, цель. И в целом проблемы в жизни, они решаемые. Первое, потому что у тебя есть мотивация к этому решению, а второе, потому что да, вы, собственно, убрали завод по производству проблем, один из огромнейших заводов по производству проблем. Ведь как во вредных привычках происходит? Ты же проблемы не решаешь, ты проблемы накапливаешь. Появилась проблема, ты ее на задний двор, и потом как-нибудь решишь эту проблему. Вот. А знаешь, еще часто я встречаю вот в сообществе трезожники, в чате люди пишут, вот там: я, значит, убрал от себя алкоголь, и теперь у меня повылазили болячки. Почему так? Объясняю. Потому что до этого алкоголь, сигареты, наркотики, ну, собственно, что-то, да, убрали, а все остальное повылазили, потому что до этого головную боль, да, можно было спихнуть на, там, даже ты этого не замечал или не замечала даже, потому что у тебя появилась головная боль. Ну, это же очевидно, я же вчера там пил или пила. И, да и вообще, собственно, у тебя, считай, организм тупо на антибиотиках тусуется постоянно, на алкоголе, на сигаретах. Ты, по сути, себя не чувствуешь. Ты не ощущаешь свое тело. А когда вы убрали от себя вредные привычки, и особенно в первое время повылазят все болячки. Это плохо? Это хорошо, потому что ты чувствуешь свой организм. Ты, почувствовав свой организм, стало понятно, что что-то болит. И теперь проблема эта не усугубляется, а проблему эту, собственно, мы идем и решаем. Поэтому одно из важных заданий это в челлендже 30 дней в трезожниках, когда ты идешь там к стоматологу, проходишь чекап организма, делаешь, да, советую, рекомендую всем раз в год проходить по возможности, для того, чтобы выявить проблему в зародыше. И тогда это будет намного дешевле, чем потом разбираться с этой проблемой, когда она там превратится в какую-то болезнь тяжелую. Поэтому магическое мышление вырабатывается, и это нормально, потому что тебе кажется, что когда вредные привычки, алкоголь, допустим, в твоей жизни есть, сигареты, наркотики, тебе кажется, это ой, какая большая проблема, здоровенная проблема. А когда ты оказываешься в ситуации, когда мы убрали это все, убрали эти вредные привычки, тогда ты только понимаешь спустя время, что это один из шагов в твоей жизни, к жизни своей мечты, к той картинке, которая у тебя рисуется в голове, и которой ты теперь у тебя есть силы прийти. Это один из маленьких шагов. А когда ты в проблеме этой находишься, тогда получается, что это глобальная, большущая проблема. Большущая, огромная проблема. Казалось бы, которая просто нерешаемая. Но ты ее решаешь, и убирая там от себя все это ненужное со своей жизни, как один из участников нашего сообщества трезожники заметил правильно, мы возвращаем трезвость.
Так вот, друзья, возвращаемся к нашему магическому мышлению. Заключается оно в том, что кажется, мол, ты убираешь от себя э, алкоголь, наркотики, сигареты, и как бы априори все проблемы сразу решаются, потому что, ну, типа, это же источник проблем. И кажется вначале, что это что-то вот огромное, да, а потом со временем, когда ты на это оглядываешься, кажется, вообще начинает казаться тебе, что это, мол, было вообще не с тобой, и это что-то маленькое. Вот когда ты внутри этой проблемы, тебе кажется, это весь мир. Когда дальше уже пошел и убрал это все, то тебе, ты понимаешь, что это было препятствие к основной жизни, да. Ты тянешься, кажется, там ничего нет, вы поднимаешься за забор, смотришь, а там просто просторы, и там просто вселенная целая. Поэтому, друзья, магическое мышление мы выключаем и следуем, собственно, по методу. Идем по методу, проходим обязательно фундамент, обязательно, кто не прошел, все проходим. Это основа, это убеждения, на которые ты опираешься. Это, собственно, ты прорабатываешь здесь все основные проблемы, рисуешь себе будущее, видение, ну, собственно, то, на что ты в дальнейшем будешь опираться. Челлендж 30 дней – это благодаря этому челленджу ты дойдешь до 30-го дня, где порешаешь максимально все проблемы, доступные легко по одному дню проходишь одну проблему, и в конечном итоге ты попадаешь в ситуацию, когда у тебя на 30-й день есть выбор вернуться в ту жизнь, которая была до этого. Ты знаешь, ты еще помнишь эту жизнь. Или продолжить вот эту жизнь, которая уже, где разобраны, знаешь, если сравнить с домом, с квартирой, где вымыты полы, вымыты окна, там если стекла были выбиты, стекла вставлены. В общем, порядочек наведен, все чистенько и красивенько. И еще момент, тоже проговорю, это относительно и возврата трезвости, да, в свою жизнь. И когда человек в какой-то момент, значит, как говорят, вот это вот мое любимое обнуление, срыв, вот это ужасное, да, вот это все. В общем, когда человек получает опыт, как я это называю, то в этот момент он же становится перед выбором. Потому что он как раз в этот момент, когда у него, да, обычным языком произошел срыв, чтобы все понимали, он в этот момент начинает сильно париться по поводу того, что у него точно не получится. И вместо того, чтобы проанализировать ситуацию и сделать выводы, он вместо этого уходит опять вот эти все вредные привычки на 3-5 лет, год и тому подобное, потому что у него просто сил нету для того, чтобы, и понимания, самое важное, нету для того, чтобы непосредственно сделать выводы, проанализировать и, исходя уже, опираясь на вот этот опыт, идти дальше. Я обязательно добавлю дополнительный модуль в трезожнике, как вернуть трезвость. Для тех людей, которые... Для меня это просто было очевидно, но я сейчас понимаю, что это проблема. Для тех людей, которые, значит, шли, оступились, не поняли, что это опыт для них был. И они все ушли. Ну, вернуться в трезвость, они в какой-то момент вернутся спустя время, год, два, ну, у кого как получится, кто как доберется до того дна. Потому что как происходит, когда ты не проанализировал и не получил опыт с этого всего, да, не вытащил опыт, то тогда идем ловить дно. Да, как я уже рассказывал неоднократно, что мы не ловим то дно, которое было до этого, мы ловим дно, которое ниже. Ну, иначе это не будет дно для нас, если мы пойдем на то дно, которое было, это непосредственно это норма. Это уже норма. Поэтому, когда мы получаем опыт, это нормально, как когда человек учится ходить или ездить на велосипеде. Ну, падение, это же нормально. Ну, представь себе ситуацию такой. У нас, значит, человек учится ходить, упал, не получилось, и все, и ползает всю жизнь, да?
Ну, или там на велосипеде то же самое, да? Упал и все. И то есть его никто не поддержал, никто не показал, никто не объяснил, что это нормально падать. То есть мы падаем и потом учимся благодаря этому. То есть если мы будем сразу получать позитивный опыт, то в таком случае ну, мы не будем ценить ничего. Ну, да, то есть если для человека это не является проблемой, он об этом не задумывается, для него это рутина. Вот, поэтому получение опыта – это нормально. В этот момент мы делаем переоценку ценностей, анализируем. В общем, если считаете нужным, чтобы я добавил модуль, кто в сообществе трезожники, пишите, пожалуйста, в комментариях, добавляй. Кто еще не в сообществе трезожники, вступайте. Друзья, выключаем вот эти вот срывы, выключаем обнуление. Это все штуки, которые не работают. Если бы они работали бы, то, ну, собственно, люди бы решали свои проблемы. Это не работает. Это не срыв, это не обнуление, это получение опыта. Мы же здесь не жертвы, правильно? Мы здесь личности, и я себя окружаю в сообществе трезожники личностями. Жертвы мне здесь не нужны, потому что жертвы притягивают только жертв. И, ну, и вообще это, собственно, не про нас. Вот, поэтому магическое мышление выключили раз. Второе, относительно обнуления и срывов, это получение опыта, и сделали, проанализировали, прошлись опять по методу, выявили, где были недоработанные, непроработанные моменты, и все, и снова в путь, возвращаемся, друзья, в трезвость. До связи.